Когда наш герой по имени Антон прилетел в Африку, гид дал ему совет, который всегда давал каждому туристу. Антон не обратил на это особого внимания, однако в итоге он очень пожалел о своей беспечности. Но ведь он и подумать не мог, что может встретить в джунглях Африки кого-то, кто настолько напугает его. А теперь обо всем по порядку. Когда гид встретил Антона в аэропорту, они отправились на машине в отель. Ехать нужно было несколько часов. По дороге гид рассказывал туристу о стране. Несколько раз он обратил внимание Антона на то, что в джунгли не стоит ходить самостоятельно. Однако наш герой, как уже было сказано ранее, не прислушался к этому совету. Он отправился в джунгли совершенно один. Разглядывая деревья, он вдруг заметил большое темное пятно, и оно двигалось прямо к нему. Тут Антон понял, что это огромная горилла. Ситуация уже и так была опасной, но наш герой еще и увидел, что животное выглядело невероятно разгневанным. Обезьяне не понравилось, что кто-то вторгся на ее территорию, и она не собиралась с этим мириться. Антон бросился бежать, но споткнулся и упал. Его ногу пронзила жуткая боль. Мужчина понял, что ему тяжело будет даже встать, что уж говорить о том, чтобы куда-то идти или бежать. Еще и погода ухудшилась, начинался дождь. Внезапно Антон вспомнил о том, что кто-то говорил ему, что при встрече, например, с медведем нужно притвориться мертвым. Наш герой лег на землю, закрыл глаза и замер. Изо всех сил он старался не шевелиться, чтобы не выдать себя. Он был так напуган, что дышать незаметно ему было очень тяжело. Поймет ли горилла, что он лишь притворяется? Антон понадеялся, что животное ничего не заподозрит и вскоре утратит к человеку интерес. И вот рядом с Антоном раздалось сопение. Животное ходило рядом и обнюхивало человека. Периодически горилла дотрагивалась до Антона, и когда она коснулась его ноги, а точнее того места, которое было повреждено, наш герой не смог сдержать крик. Ему было очень больно. Тем временем небольшой дождь уже превратился в настоящий ливень, и вдруг горилла резко схватила Антона и перекинула через плечо. После этого животное стремительно понеслось куда-то. Антона охватил ужас. Наверняка обезьяна несет его туда, где он станет ее обедом. Мужчина понятия не имел, чем питаются гориллы. Он вообще почти ничего не знал об Африке и о животных, которые здесь обитают. Он совсем не подготовился к этой поездке, и как же он сейчас жалел о том, что не послушал гида, советовавшего ему не ходить в джунгли в одиночку. И что теперь с ним будет? Сопротивляться и пытаться бежать бесполезно. Антону оставалось лишь крепко держаться за гориллу, чтобы не свалиться на землю. Кто знает, какую реакцию это у нее вызовет. Не захочет ли она съесть человека здесь и сейчас? К счастью, Антону удалось не упасть на землю. Горилла принесла его в какую-то маленькую пещеру и сбросила из себя. Мужчина тут же прижался к стене, в страхе глядя на обезьяну. Болело у него теперь все тело, не только нога. Однако больше всего нашему герою сейчас хотелось стать как можно незаметнее. Но животное больше не обращало на мужчину внимания. Горилла устроилась возле входа в пещеру и начала просто наблюдать за дождем. Успокаивало уже то, что обезьяна будто бы и не собиралась приближаться. Антон пошевелился. Горилла никак не отреагировала. И тогда наш герой решил попытаться сбежать. Он пополз к выходу. И на сей раз реакция животного не заставила себя ждать. Обезьяна резко метнулась к человеку, издав оглушающий рев. Против такого врага у нашего героя не было ни единого шанса. Горилла толкнула мужчину обратно к стене, после чего снова устроилась у выхода из пещеры, чтобы смотреть на дождь. И тут Антон подумал, что все это выглядит так, будто обезьяна пытается его охранять. Да, она и не собиралась на него нападать. Напротив,
Она его спасла, укрыла в этой пещере от непогоды и, может быть, от каких-нибудь хищников. Ведь он повредил ногу, а значит, риск быть пойманным каким-нибудь зверем существенно возрастал. И когда Антон думал обо всем этом, он вдруг понял, что больше не испытывает страха. Он спокойно достал из рюкзака телефон и позвонил в службу спасения. Горилла также спокойно наблюдала за всем происходящим. Антону даже захотелось как-нибудь отблагодарить животное. Он достал из рюкзака еду и протянул горилле. Та с удовольствием съела угощение. Через несколько часов прибыли спасатели. И только после этого горилла отошла от человека. Как будто ей хотелось убедиться, что ему действительно помогут. Сам же Антон думал лишь о том, как он ошибся, подумав, что горилла хочет причинить ему вред. Вскоре обезьяна исчезла среди растительности, и наш герой все еще находился под большим впечатлением. Да, оказывается, даже самые опасные и грозно выглядящие животные могут проявлять сострадание и приходить на помощь в трудную минуту. До скорого!